Друзья, добрый день! Меня зовут Юрий Железняков, и в этом видео я расскажу, как правильно выбрать электробритву, которая подойдет именно вам. Мы проведем много тестов, которые помогут разобраться в различиях между моделями и понять, какой функционал бритвы нужен именно вам. Мы рассмотрим бритвы с точки зрения чистоты бритья, скорости, удобства использования. Ну а теперь переходим к тестам. Давайте посмотрим, на что влияет количество сеток. Тут, как оказалось, не все так просто. Сначала мы сбриваем одинаковую по площади и длине щетину разными бритвами. Для удобства на каждом участке я написал количество сеток бритвы, которую мы тестировали на этом участке. Убираем волоски, оставшиеся на горизонтальной поверхности. Даже после одной сетки поверхность достаточно гладкая. Участок, который мы брили двумя сетками, ничем не отличается, поскольку сетки одинаковые по конструкции. Но бритье двумя сетками заняло меньше времени. Поверхность после бритвы с тремя сетками ничем не отличается. Более того, бритье заняло примерно то же самое время, немножко меньше. Есть ли смысл брать бритву с тремя сетками вместо двух? Есть. Разница будет заметна при бритье более длинной щетины, например, трехдневной. Давайте поэкспериментируем. Мы будем сбривать не только более длинные волосы, они также имеют сложную форму и положение, имитирующее плотно прилегающие волоски, как, например, на шее. Бритву с двумя сетками такие сбрить не может. А вот бритва, в которой есть сетка-триммер, справится и с такой щетиной. Давайте вернемся к результату первого теста. Гладкость участков после бритв с 4, 5 и 6 сетками одинакова. Количество сеток влияет на скорость и еще одну особенность, которую я чуть позже расскажу. А вот гладкость кожи при сравнении участков после 3 и 4 сеток отличается. Тут количество сеток имеет значение. О нем мы поговорим. Дело в том, что разные сетки имеют разное назначение. Базовая сетка сбривает волоски длиной 1-2 мм. С более длинными ей справиться сложно. Поэтому бритва с двумя одинаковыми сетками просто будет брить быстрее. Сетка-триммер сбривает более длинные волоски, например, трехдневную щетину. Дополнительная 4-я сетка имеет меньшую толщину, поэтому обеспечивает более чистое бритье. В бритве с 5 сетками эта сетка располагается с двух сторон от триммера. Это ускоряет бритье коротких волос. В модели с 6 сетками 2 сетки триммера. Давайте и тут поэкспериментируем. Сравним бритье 5 и 6 сеточными бритвами на длинной щетине. По гладкости кожи результат одинаков, но по скорости бритья 6 сеток справятся быстрее. Кроме скорости и чистоты бритья, количество сеток влияет также и на раздражение кожи. Чем больше сеток, тем больше площадь соприкосновения и тем меньше давление на кожу. Соответственно, и раздражение тоже меньше. Еще один фактор, влияющий на скорость и комфорт бритья, это вид двигателя. Он может быть роторный или линейный. Линейный быстрее, и вибрации у такой бритвы меньше. У некоторых бритв Panasonic есть уникальная технология сенсор плотности щетины. Бритва автоматически меняет амплитуду движения ножей в зависимости от густоты и жесткости волос, что позволяет бритве справляться с любой щетиной одинаково быстро. Что касается бреющих элементов, в большинстве моделей это два основных ножа с углом заточки в 30 градусов и ножи, встроенные в блок сеток. В шестисеточной модели все ножи встроенные. Что касается сеток, они плавающие во всех бритвах. Во многих моделях и головки бритв тоже плавающие.
Это повышает удобство использования. Но подвижность головок разная. Еще один важный момент – это форма сеток. Они могут быть плоскими или дугообразными. Дугообразная сетка плотнее прилегает к коже. Не нужно натягивать кожу при бритье. У всех бритв Panasonic есть встроенный триммер. Ширина триммера и направление ножа отличаются. В некоторых моделях, кстати, есть насадка на триммер, которая позволит выполнять стрижку волос до нужной длины. Еще несколько слов об эргономике, и тут я поругаю Panasonic. Почти у всех бритв есть защитные крышечки. Но только у нескольких моделей их можно использовать в качестве подставки. Вероятно, это связано с устойчивостью бритвы в вертикальном положении. В качестве подставки у некоторых бритв можно использовать и зарядную базу. Также есть и универсальные базы для зарядки, промывки и сушки бритвы. Отдельно отмечу, что от сети бритвы Panasonic не работают. Это связано с полной влагозащитой. Об этом нам напоминает надпись Wet Dry на корпусе бритвы. Бритвы можно промывать под водой, а также бриться с пеной. Это дополнительно снижает степень раздражения кожи. У некоторых бритв есть функция умной блокировки, которая автоматически блокирует питание, когда бритье не выполняется. Блокировку можно снять, взявшись за корпус электробритвы. Также важно упомянуть, что время зарядки и время работы от аккумулятора может существенно отличаться. Модели с линейным двигателем, кстати, не снижают мощность даже на последних делениях заряда аккумулятора. В базовых моделях электробритв нет дисплея, который покажет вам оставшийся заряд. В других этот заряд показывает LED-индикатор. В старших моделях дисплей не только покажет оставшийся заряд аккумулятора, но и другую информацию о бритве. Мы разобрали множество отличий между моделями, но есть и важные сходства. По отзывам владельцев электробритв Panasonic, они служат действительно очень долго, причем долго служат и сами бритвы, и расходники, сетки и ножи для них. Но не забывайте обслуживать свою электробритву. Ее нужно промывать, лучше используя жидкое мыло, а также смазывать. Кроме того, иногда все-таки нужно менять сетки и ножи. В этом случае бритва прослужит вам действительно долго. Если это видео показалось вам интересным и полезным, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. В комментариях вы можете поделиться своим опытом использования электробритв, а также задать любые вопросы. Спасибо за ваше внимание.